Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, Артур. И сегодня хотел бы сделать заключительное видео на тему фацелии. Сегодня уже 30 июня. Как видите, фацелия растет полным ходом. И хотел бы вам рассказать о сроках, когда ее надо сеять. Ну, это тоже с личного опыта. Что ж, смотрите, фацелию я сеял с 15 апреля и до конца апреля, грубо говоря, до 1 мая. Вот сейчас вы видите, это гречка вперемешку с фацелией посеянная. Это сеялось как раз уже в конце апреля, то есть в первых числах мая. Так. Здесь участок засевался в 20-х числах апреля. С погрешностью в пару дней. Но единственным минусом есть это присутствие дикой горчицы. Вот. И она немножко подзабила фацелию. В прошлом году было то же самое явление. Это, скорее всего, что семена попали при покупке. Просто не попали с фацелией. И в прошлом году фацелия убиралась на семечку. И они, видать, так же само убрались вместе с ней. Так вот. Здесь была фацелия засеяна в 20-х числах. Ну вот, как видите, пчела работает. И там еще он поднимается снизу. Есть кустики маленькие. Вот. Это было 20 апреля приблизительно. На очередную, которая сеялась как раз в середине, то есть 15 числа. Как видите, цветет хорошо. Сюда ни гречка не попала, никакой другой сожитель, скажем так. Не знаю, слышно или не слышно сейчас, какой гул стоит. Вот пчела уже на этой фацелии работает практически месяц. Зацвела она где-то 7, наверное, июня. Ну, в общем, в начале месяца. И вот цветет до сих пор. У нас погода периодически радует нас дождиками. Вот как раз в первом видео говорил про благоприятные условия погодные. Вот это они и есть, благоприятные погодные условия. Вот. Это вот у меня здесь порядка 30 соток. 30 соток я их приблизительно делил по 10 и засевал с периодичностью там через 4. Ну, старался вообще через неделю. Вот. Но есть еще один участок. Вот 30 соток. Те, которые уже цветут. А вот 15 соток я засевал где-то уже под конец мая. Сеял тоже гречку вперемешку с фацелией. Как видите, вот гречка уже начинает цвести, она более высоко поднялась, а фацелия вот на подъеме. Но, как видите, ей уже создают конкуренцию разного рода сорняки. Вот. Так вот, что я хотел бы вам сказать, друзья. Лучшим периодом я считаю как раз до середины апреля. Почему? Потому что когда я вот здесь сеял фацелию, здесь из сорняков не было вообще ничего. То есть конкуренции было 0 у фацелии при всходе. Когда я засевал здесь участок, ну, во-первых, это была целина. Мы ее вспахивали, потом, изначально мы убирали весь сорняк, потом перепахали, потом 2 раза передисковали. Вот, и потом я от руки засеял семена, пробовал потаскать баронку, еще закрыть это все дело. Но на тот момент, когда как раз я подсеял, хорошенько припекло солнышко, и, честно говоря, по такому участку очень тяжело было тягать барану. А с ценами на топливо в данной ситуации я не мог себе позволить еще раз нанимать трактора для культивации. Вот, как-то так. Что ж, в заключение хотел бы сказать то, что сеять лучше всего это как раз вот с 15 числа, с 15 апреля и до начала мая. Это только при тех условиях, если вы это растение сеете сугубо под медонос.
в этот период, если вы посеете, у вас не будет ни сорняков, никаких других проблем с ней. Она взойдет и даст хороший урожай. Вот. Что касательно нормы посева. Мне под прошлым роликом говорили, что очень редко она растет. Не редко, я бы так не сказал. Как видите, вот здесь достаточно. На 10 соток я использовал 1,5-2 килограмма семян. Можно, я думаю, даже 1,5 использовать. Как бы от этого результата хуже не будет. Вот. С песочком его перемешивать. Как видите, фацелия взошла, закрыла собой полностью всю площадь. Как бы ни сорняков нету, а сплошной синий цвет, как мы видим с вами. Здесь же та, что сеялась в конце мая, как видите, сорняков очень много, и фацелии пробиваться уже очень трудно. Ну ничего, это как бы первый год мы обрабатываем этот участок. В следующем году, может, что-то другое здесь посею. Ну, в общем, будем посмотреть. Так что вот как-то так, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Кому была полезная информация, ставьте пальцы вверх, пальцы вниз, кому как удобно. С вами был, как всегда, Артур на канале Артура Пасека. Всем пока-пока.